Добро пожаловать на наш канал, и сегодня поговорим про суровые картины советского художника, которые никого не оставят равнодушным. Гелий Коржев. Гелий Михайлович Коржев – советский художник, по мнению многих искусствоведов, яркий представитель сурового стиля. В своих картинах изображал сильные чувства и пограничные ситуации, трагедии, опустошенность после потери близких, ситуации на войне, где внимание уделял не бравурно-парадному восхвалению героев и их подвигам, а правде жизни. Писал картины на тему сталинских репрессий, практически невыносимых условиях существования зэков, отображал без прикрас и суровый советский быт, когда не хватало самых элементарных вещей, а еду готовили на керосинках и керогазах. У Коржева хватало умения писать очень убедительные картины, но при этом в них не чувствовалась унылая безнадежность. Он не был поэтом чернухи, просто достоверно передавал саму жизнь, а не парадно-чиновничьи представления о ней. Впрочем, были в его творчестве картины, изображавшие трудовой порыв и классические темы для соцреализма. Однако сам Коржев не считал себя соцреалистом, а называл стиль, в котором он работал, социальным реализмом и пытался передать мысли, желания и чувства своих героев, их душевное состояние, то есть ставил задачу несравненно более сложную, нежели обычная для многих других рядовых художников-соцреалистов – отображение советских успехов в труде и строительстве коммунизма. Отцом Гелия Коржева был ландшафтный архитектор Михаил Коржев. Именно при его участии были спроектированы и созданы все крупные парки столицы, в том числе Измайловский и Центральный парк культуры и отдыха. То есть он принадлежал к московской творческой элите, потому и для Гелия открывались отличные возможности для обучения. Благо он с детства проявлял неплохие способности к рисованию. Ходил в детскую студию рисования, потом учился рисовать у художницы Антонины Сергеевой, которая в свое время обучалась у Серова и Константина Юона, и, наконец, в Московской художественной школе, куда его приняли сразу в 3 класс. В годы Второй мировой войны Коржев окончил курсы подготовки снайперов, но на фронт так и не попал. Высшее руководство решило, что способных учеников художественной школы следует беречь, потому их отправили в Башкирию, где он провел 2 года в обычной деревне. Для Коржева эта поездка открыла многое. Он писал: «Истинная красота в природе, в обычных людях, которые живут своей, на первый взгляд, незамысловатой и скучной жизнью, но стоит присмотреться к ним получше, удивляешься глубине и разнообразию чувств, эмоций, им испытываемым». Эти 2 года без всевозможных выставок и музеев были для меня в творческом плане не менее продуктивными, чем вся учеба в Москве. После войны Коржев закончил обучение в Московском художественном институте у Сергея Герасимова. Свою первую картину Коржев предъявил на суд зрителей в 1954 году. Работа понравилась многим, потому Коржев, не без содействия Герасимова, приняли в Союз художников. Вскоре пришло и первое признание. Коржева выпускают за границу. Он посетил Сирию, Францию, Италию, где вживую мог увидеть многие шедевры живописи. Правда, писать приходилось как положено, хотя уже и в тех картинах чувствовался авторский стиль Коржева, заостренность на мыслях и чувствах простых людей, пусть и под оболочкой соцреализма. Таков триптих «Коммунисты», ставший одной из самых узнаваемых его работ. Там нет лакировки действительности, герои суровые и мужественные, а их решимость идти до конца вызывает уважение. Этот триптих утвердил Коржева в статусе знакового художника, которому позволено больше, чем другим. Он часто ездит по творческим делам за границу, участвует в крупных международных выставках. В 1964-м Коржеву предложили должность профессора в МВХПУ, на которой он проработал 22 года, попутно создавая новые впечатляющие картины. Постепенно Коржев стал писать совершенно другие работы, бесконечно далекие от привычного и культивируемого соцреализма. Таков цикл «Тюрлики», работать над которым Коржев начал с 1985 года и продолжил вплоть до середины 90-х.
Была еще впечатляющая картина «Дон Кихот». Мало кому вообще так достоверно удавалось изобразить этого рыцаря печального образа. Особенно долго и тщательно работал Корджов над картинами библейского цикла, по много раз переписывая каждую из них, добиваясь максимальной выразительности. И, честно говоря, все эти усилия были не зря. Корджов прожил хорошую жизнь, написав множество самобытных картин, которые сейчас мало кого оставляют равнодушным. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Лайк и комментарий – отличный способ поддержать канал и автора.